как джин из волшебной лампы, вырвался Дубай из песков аравийской пустыни, готовый исполнить любое ваше желание. Город возник в иллюминаторе Боинга как мираж. Еще мгновение назад бесконечно простиралась Руб-эль-Хали, подтверждая свое название на арабском «пустая земля». И вдруг песок, словно сгустившись, превратился в колонны небоскребов. Засверкали на солнце миллионы квадратных метров стекла окон, и как мотылек туша Боинга устремилась на этот свет. Добро пожаловать в самую прекрасную сказку Шахерезады. Добро пожаловать в Дубай. Друзья, мы летим здесь. Мы летим над Персидским заливом, над Персидским морем. И самое время, что сделать? Скушать правильно персик. Сняли мы 200 дирхамов, чтобы у нас было на всякий случай наличные деньги, хотя здесь везде принимают карточки. Купили, кстати, симки. Мне и Кристине заплатили за это 50 евро, потому что мы просто имели какой-то communication, общение друг с другом. Вот, сейчас вызываем такси и едем в наш номер. Прилетели мы в Абу-Даби и, как бывалые туристы, заказали Uber, но оказалось, что оно здесь на 20% дороже, чем обычное такси. И водитель всю дорогу навязчиво предлагал нам свои услуги и даже оставил нам свой номер телефона. Что нам досталась комната с большой кроватью и с двумя маленькими кроватями. 40 евро за ночь. Итак, что сюда входит? Сюда входит огромная кровать, на которой я буду спать со своей прекрасной женой. И две кровати, где будет спать Селик и где будет спать Хузая. Так, а там за окном, знаете что? А там за окном, смотрите, какие небоскребы огромные. И бассейн. Бассейн большой и бассейн маленький для детей, джакузи. Скорее всего, это не горячее джакузи, а холодное джакузи, чтобы там вы могли остужаться, так как на улице просто нереальная жара. 43 градуса в тени. Чтобы передвигаться на общественном транспорте в Абу-Даби, вам нужно купить карточку. Она стоит 40 дирхам. И каждый раз, когда вы входите в автобус, вы пикаете карточку, и когда выходите, вы пикаете карточку. Если вдруг вы забыли ее пикнуть, когда вы вышли, то с вас снимут максимальную сумму проезда. А так, вы платите только за тот отрезок пути, который вы проехали. Таким образом, вы будете передвигаться на общественном транспорте по Абу-Даби. В общем, едем и смотрим знак, только женщины. Впереди могут только женщины сидеть. В Абу-Даби на городском автобусе мы доехали до пляжа. Здесь они бывают платные и бесплатные. Камерами такими большими зеркальными не разрешают здесь пользоваться. Дрон в аэропорту у меня забрали, причем у них были такие испуганные лица. У вас дрон? Короче, нельзя. Сказали, когда будете улетать, тогда и заберете. Смотрите, ребята, вот так мы рекламируем наш канал. Накупавшись в Персидском заливе и сходив в душ с кондиционером, мы пошли наслаждаться вечерними видами столицы Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Мы приехали в Абу-Даби на центральную автобусную станцию, и отсюда мы будем ехать в Дубай. Как в любой сказке, Дубай полон настоящих чудес. Да что там говорить, если его появление самое настоящее чудо. Еще 60 лет назад на месте роскошного города будущего находилась самая настоящая пустыня. Свистел ветер между дюн, шуршал песок, и под черным бархатом неба, усыпанным алмазами звезд, неторопливо, как движется верблюжий караван, перед костром текли мысли кочевников.
вот в 66 году из безжизненного песка забил первый фонтан черного цвета. Чудодейственная жидкость окропила пустыню, и на нее посыпались чудеса, словно прорвался рок изобилия, и запела пустыня от радости. 47 градусов. Мы только что заселились в свое жилье в Дубае. Это вау! Во-первых, ты заходишь, масштабы квартиры. Ого-го! Смотрите, здесь у нас есть обеденная зона, нереально классно, с барной стойкой. Представляю уже, как мы будем здесь завтракать. Здесь у нас диван, здесь у нас будут ночевать дети. Посмотрите сюда, на этот вид. Все. Один бонус, о котором я расскажу вам потом. Идем сюда. Здесь у нас есть еще одна комната. И это наша спальня с большой кроватью. Можно прыгать, не знаю даже. Попробовать. Туалет. У нас есть второй туалет. Покажем потом. И у нас есть вид. Вид на канал. Дубай-Марина. И на бассейн, где наши дети будут плавать. Это Дубай-Марина. Десятки небоскребов из стекла и бетона самых разных форм. Такое чувство, будто ты оказался в шкатулке с драгоценностями. Все блестит и светится. Наши апартменты мы сняли недалеко от пляжа, на котором находится множество различных ресторанчиков и кофеюшек, где можно заказать холодные напитки, которые тебе принесут прямо в воду. На протяжении сотен лет эта пустыня была местом, где жили одни бедуины. А теперь из этого места сделали настоящий рай, где отдыхают люди со всего мира. И мы вместе с ними. Поехали! Вода здесь такая теплая, что тебе горячее зайти в воду, чем стоять на пляже. Но на пляже ты долго не постоишь, потому что арабское солнце сожгет тебя всего. Температура воды как в джакузи. Вот вы когда-нибудь были в джакузи, горячий джакузи. Но тело наше привыкает, и мы наслаждаемся Персидским заливом в Дубае. С ними все хотят сфоткаться. Вот смотрите. Элик, Хозея. Yeah, only for that I told him already. So like that we are searching oil. Yeah, it's На like пляже мы it's познакомились с ребятами из Пакистана, которые работают в местной нефтяной компании. Адан совсем недавно приехал и пока еще плохо говорит по-английски. И то, что мы поняли из их истории, то, что самое главное в Дубае, это следовать правилам. Тогда все будет нормально. А если не будешь соблюдать закон, то тебя депортируют из страны. And I just teach him. He's new come here. Yeah, he's new come here. So I will teach him how do you live here, how do you follow your rules. Because Dubai, if you follow rule, you are happy. If you don't follow rule, you will kick out like that. So I love Dubai because before 4 years so I'm here. So Dubai is my second home. So I love Dubai. Спасибо этим ребятам за хороший рассказ. Небоскребы Дубая – это визитная карточка Арабских Эмиратов. Эти стеклянные великаны притягивают к себе взгляды туристов со всего мира. Чтобы эти здания не покрывались слоем песка, а всегда блестели, для этого существует целая армия мойщиков окон. У этих ребят полностью отсутствует страх перед высотой.
Друзья, вы только что видели, как эти ребята моют небоскребы. Вот я познакомился с одним парнем, его зовут Пол, он сам из Уганды. И он уже работает здесь 8 месяцев. 8 months to work here, yes? Он приехал сюда, ему провели тренинг, и он моет небоскребы каждый день. Зарплата, кстати, у него не больше зарплаты таксистов. Это так обидно, потому что это очень опасная работа. Вы сами видели, как они лазили по всему этому зданию. От 700 дирхам до 3000. Scared? Of course, at a certain point, it's not always easy. But when you keep working, you gain that confidence. Кто из вас хочет попробовать это? Приезжайте в Дубай, познакомитесь с Полом, он вам все покажет. Посмотрите на этого парня. Пол. Hero, Spider-Man. Друзья, и не только он, вот эти все ребята, смотрите, вон они. Их там много. Вот они. Смотрите, еще лезут. Это просто что-то невероятное. Просто невероятную работу они здесь проделывают. Более практичные арабы говорят, что все дороги в Дубае ведут в Дубай-молл. Огромный торговый центр, в котором расположены 1200 магазинов и золотой крытый рынок. Здесь можно купить все, даже то, чего нет в Греции, в которой, как известно из пословицы, есть все. Это лифт, который поднимается за 60 секунд на 124 этаж. Билеты дешевле покупать заранее в интернете, а сам подъем на смотровую площадку Бурдж-Халифа сопровождается музыкой и проекциями на стенах лифта. Словно верный страж, а может владыка этой красоты, подпирая купол синих небес, высится на 828 метров знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа. Еще одно мгновение, и вы попадаете на самую высокую смотровую площадку в мире. Очередной шедевр Дубая – это поющие фонтаны. Под ритмичные музыкальные треки и световое шоу вода выстреливает на высоту 150 метров. Как посмотреть на фонтаны, причем не толпиться в толпе народа, пытаться там плечами расталкивать друг друга, а просто посидеть, насладиться, как мы это делаем сейчас. Заходите в кафе, которое называется Tim Hortons, покупайте какой-нибудь милкшейк, кофе или еще что-то, выходите на улицу, садитесь и наслаждайтесь фонтаном. Так как я работаю в Мерседес-центре, сегодня я сменил свою профессию. Сегодня я вам не буду продавать Мерседесы, а буду вам продавать, конечно же, Роллс-Ройсы. Арабские миллионеры любят парковать свои машины у центрального входа в Дубай-молл. Час парковки стоит $100, хотя можно и бесплатно припарковаться в подземном гараже. Но это не про шейхов Дубая. Дубай-Марина – невероятно красивый район города, в котором силуэты небоскребов отражаются в гавани с самыми роскошными судами в мире. Познакомиться с этим местом можно, прокатившись лодки Дау. Такие суда были распространены в прибрежных водах Персидского залива. Вдоль пешеходной дорожки установлены аппараты с пресной водой, где можно утолить жажду. Если вы очень устанете и подъем по лестнице станет для вас затруднительным, то вы можете воспользоваться эскалатором. На улицах Дубая огромное количество дорогих авто, и местный миллионер пригласил пацанов попробовать свое Ламборджини. А перед сном мы все вместе релаксировались после насыщенного дня.
на общественных пляжах вы можете найти себе кучу разных развлечений, таких как заранее заказать полет на вертолете, покататься на сафари или же снять в аренду вот такую прикольную тачку. Отель «Атлантис» — это самая первая постройка на рукотворном острове Пальме. Вертолетная площадка, бассейн, аквариум, брендовые бутики и рестораны с знаменитыми шеф-поварами — все это и многое другое находится на территории Атлантиса. Мы зашли в один из самых больших и красивых отелей в Дубае. Камеру не разрешили снимать, сказали, что она выглядит профессионально, поэтому вам нужно ее зарегистрировать, чтобы не заморачиваться. Будем снимать на iPhone 13 и на GoPro. The same floor our world has been shaken on. Oh, what's your soul saying? Oh. Дорогие мои, вы видите один из самых больших аквариумов, который находится в отеле «Атлантис» в Дубае на искусственной пальме. Если вот видели со спутника, такая есть искусственная пальма. На самой макушке стоит один из самых больших отелей. В этом отеле вы можете заказать номер, и вместо окон, как вы думаете, что у вас будет? У вас будет самый настоящий аквариум. И когда вы будете засыпать, вы будете видеть плавающих скатов, акул, дорад и другую морскую живность. Поэтому добро пожаловать в Дубай, если вы себя хотите почувствовать настоящим Кусто, который погрузился под воду, но без акваланга, а просто лежа в кровати, наслаждаясь красивыми видами океанского дна. Saying, oh, is your world changing? Oh. В отеле более 30 ресторанов. Некоторые из них обладают мишелиновской звездой. Мы решили попробовать мороженое в одной из таких кофеюшек. Продавцы устроили настоящее шоу, когда его подавали. Охладившись, мы вышли на улицу, чтобы посмотреть отель снаружи. Но не прошло и полчаса, как все мы стали мокрые. И работники отеля вызвали для нас такси. Попасть в автомобиль с кондиционером – это было настоящее наслаждение. Touch the same floor our world has been shaken on. Сегодня полдня провели в бассейне, купались, поэтому видео не буду вам отправлять, ничего интересного. А вот сейчас начинается самое интересное. Около 3 часов дня за нами гостиница приехала новенькая Toyota Land Cruiser. Разместившись на удобных сиденьях, мы выдвинулись в сторону Омана. Именно там находятся самые красивые барханы Арабских Эмиратов. Как только мы подъехали к точке сбора, местные торговцы сразу же попытались продать нам очередной арабский сувенир. Dubai, Dubai. Souvenir center. Настоящий песок. Yes, yes. Where are you from? Bangladesh. Just look at ma'am, this sandal you can write your name. Also you can write Arabic name. Look like your family name like that. Друзья, если вы хотите купить настоящий песок, то вот здесь можно купить. О, за 100 дирхам вы можете купить You as a YouTuber you look like 80 just for us. 80, говорит для меня, но для вас будет 50. Кстати, насчет жары, да, на самом деле вроде бы жарко, но из-за того, что дует сильный ветер, твой пот моментально высушивает на тебе. То, что произошло дальше, нас очень сильно удивило. Краем глаза я заметил, как женщина из Индии фотографируется на фоне Кристины. Как оказалось, это пара, и они никогда не видели людей с европейской внешностью.
Дальше нас ждало захватывающее сафари по горячим арабским барханам. Походу дела, нашему шоферу Али нравится над нами прикалываться. Вот такая вот работа, ребята, здесь. Каждый день возить туристов. Мощный джип стремительно носит вас по волнам громадных барханов. Вы кричите от страха и перегрузок, и этот крик невозможно контролировать. С каждым новым поворотом вам кажется, что автомобиль вот-вот перевернется. И так продолжается 40 минут. После такой поездки вам понадобится еще пару дней, чтобы ваш голос опять к вам вернулся. Безопасность туристов стоит на первом месте. Каждый водитель проходит специальное обучение по выживанию и езде по пустыне. А сам автомобиль усилен каркасом для того, чтобы в случае падения на крышу он не сложился и не повредил пассажиров. Песок! Вау! Друзья, что-то невероятное! То, что поражает тебя в самом сердце пустыни, это оглушительная тишина, нарушаемая лишь мягким шелестом песка. В лучах закатного солнца пустыня становится еще более красивой, уходя вдаль за горизонт. Многие сотни лет люди и верблюды ходили по этим пескам, ориентируясь по звездам. А на ночевку ставили палатки, заваривали чай и вели долгие разговоры. Первый в жизни на верблюде вместе с Эликом. Так и мы, как настоящие бедуины, попали на такой вечерний ужин в пустыне. Здесь нас накормили и устроили для нас огненное представление. Всегда вызывала у людей восторг и страх одновременно. В этой стихии живет фантастическая сила, заставляя наши сердца замирать от необузданного могущества пламени. Друзья, какой же сильный вестибулярный аппарат должен быть у этого танцора? Наверное, уже минут 5 он крутится здесь как юла. Таких танцоров нужно посылать в космос. Именно они выдержат все перегрузки без остановки. Этот танец называется танура, что в переводе с арабского означает юбка. Раньше он представлял из себя религиозный обряд, который могли исполнять только посвященные мужчины. Сейчас танец не несет в себе религиозного подтекста и исполняется как шоу.
После представления мы сделали пару фото на память с танцором. Молодой человек даже очень уверенно стоял на ногах, несмотря на то, что последние 20 минут были для него самыми головокружительными. Стоит ли ездить на сафари в Арабских Эмиратах? Стоит. Если вы здесь будете, обязательно покатайтесь на джипах, на верблюдах. Обязательно посетите это место. Уставшие, но с багажом невероятных эмоций, мы возвращались домой. Внутри нашего автомобиля было тепло и уютно. Кондиционер, мягкие сиденья, а за окном песок и пустыня. Раньше она вселяла в людей страх, а сегодня она стала местом невероятных эмоций и впечатлений. Благодаря людям, которые смогли обуздать эту стихию. Али довез нас до самого дома. Мы с пацанами упали в нашу кровать и сразу же заснули. А Кристина осталась подметать пол от кучи песка, который мы привезли с собой в нашей обуви. Рано утром с чемоданами в руках мы отправились в столицу Арабских Эмиратов, Абу-Даби, где мы планировали провести пару дней. Покажу вам одну такую достопримечательность города Дубая. Это метро, да? Это общий вагон. И удивительно, что здесь мужчины сидят, и они не уступают ни женщинам, ни детям. Смотрите, да? Все сидят. Никто даже не спросит, хотят ли присесть. Потому что тебе нужно идти туда. Да, потому что женщины с детьми надо идти туда. Что, пошли, дети, туда? Все, мы приехали, выгрузились. Это такое ощущение, когда ты выходишь из холодного автобуса в эту жару. Что-то удивительное. Вау, да. Будем скучать поэтому. Мы заехали в отель и съехали. После того, как мы зачекинились в нашей 4-звездочной гостинице, нам сообщили, что бассейном можно пользоваться только если у тебя есть отрицательный тест. Времени тестироваться у нас не было, и бассейн нам уже не светил. Поэтому мы нашли в 5 минутах от нас 3-звездочный отель без бассейна, но зато в 3 раза дешевле. Один интересный момент, когда ты отдыхаешь в стране, в которой 40 градусов, ну или 45 градусов жары. После жаркой улицы ты приходишь в гостиницу или в квартиру и желаешь охладиться. Включаешь душ или воду, включаешь душ, да, смотрите, включаешь душ, думаешь, сейчас пойдет холодная вода, и ждешь 5 минут, 7 минут, потом думаешь, наверное, не в ту сторону повернул. Поворачиваешь в другую и опять ждешь 7-10 минут. И не понимаешь, почему идет только одна горячая вода. То, что произошло дальше, меня удивило и тронуло до глубины души. Арабские Эмираты — это мусульманская страна со своими традициями и устройством, и религией. Арабы построили красивые мечети, с минаретов которых 5 раз в день звучит призыв к молитве. И казалось, что места другому вероисповеданию здесь нет. Но это не так. 90% населения — это трудовые иммигранты, среди которых есть огромное количество протестантских христиан, и правительство разрешает им собираться и исповедовать свою веру. Этим ребятам не нужно культовое здание. Для них церковь — это любое место, где есть верующие люди. Мы нашли церковь, уличную церковь в Абу-Даби. В этой уличной церкви я познакомился с Азамом, который приехал сюда из Пакистана, открыл свою фирму и начал вести бизнес. Он пригласил нас в пакистанский ресторан, и по дороге туда мы бурно общались и делились друг с другом своими эмоциями. Он нас пригласил покушать пакистанской еды. Asking you one thing more, I invite to the Mr. Alexi to come to Pakistan. Сказал, что приглашает нас в Пакистан, поэтому следующее видео, дорогие друзья, будет из Пакистана. Друзья, сейчас мы увидите самого маленького человека в Абу-Даби.
Он из Пакистана. From Pakistan. What is your name? Bilal? Bilarha. Nice to meet you, Bilarha. Thank you. Nice to meet you. Нам предложили или за столом сидеть, или сидеть на полу, как сидят в Пакистане. В культуре Пакистана они сидят на полу. Но мы, наверное, как европейцы, посидим здесь за столом. Здесь садят. А это что? Вот такие у нас приключения. Начались в самый последний вечер нашего пребывания в Абу-Даби. Пробуем здесь еду, пакистанская сладость. С орехами. Очень сладкая. Они нас просто просили, чтобы мы с ними пошли покушали их пакистанской еды. Вот, и сейчас мы пробуем их сладости. Вкусные. Но если бы было бы 2 желудка, мы съели. Но так как у нас всего лишь 1 желудок, поэтому вообще невозможно все запихнуть в себя. Которые сидели напротив нас, вот эти ребята. Yes! Вот примерно так. Вот примерно так проходят наши путешествия по Арабским Эмиратам. Новые места, новые люди, новые знакомства. С каждой новой встречи мы становились богаче. И это богатство, которое не лежит в банке на счету, оно скрыто в людях. И его можно запросто и легко заполучить. Все, что нужно сделать, так это познакомиться с человеком, подарить ему частичку своего времени, а в ответ вы получите гигантский кусок счастья, которого хватит на долгие дни и даже года. Друзья, я знаю, что вы самые прекрасные люди на свете и можете стать еще более позитивными. Все, что нужно сделать, поделиться этим видео с родными, друзьями и вашими близкими. Пока!